Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать, заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео. Обязательно заглядывайте в плейлисты. Узорчиков уже очень много, для вашего удобства они собраны в небольшие коллекции под названием, естественно, плейлистов. Надеюсь, видео вам понравится. Вы ставите свои лайки, напишите комментарий. Не забудьте подписаться на канал, чтобы его не потерять. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда на канале появляются новинки. Своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных континентов, разных стран, разных городов огромнейший привет, слова благодарности. Вы моя большая-большая группа поддержки. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. Многим из вас ниточки нравятся. Новички, кто еще не знает, что это за ниточки, попробуйте обязательно. Alize Angora Gold, они так называются. Палитра у них большая, это не реклама, просто нитки хорошие, почему бы не попробовать в них повязать. Особенно новичкам учиться на хорошей пряже, да? Итак, в 100 граммах здесь находится, смотрите, 550 метров. Далее состав 80% здесь акрил, 20% шерсть. И советую к нам крючок брать от 2 до 4, да, в зависимости от вашей плотности вязания. Я беру троечку, я вяжу троечкой данную пряжу, мне она в принципе нравится. Вы берете любую другую пряжу, какая у вас есть, да, не обязательно такую же. Обязательно читайте аннотацию, какой советует вам крючок, и тогда у вас все получится. Идем дальше, смотрите, чтобы не забыть. Цвет, видите, 505, то есть записывайте. В принципе, на камеру передается таким же, какой он есть на самом деле. Ну и здесь показывают нам на картинке, что хорошо будет смотреться в различных там накидках, в палантинах, в шалях. Действительно, да. Но не обязательно. То есть можно применять и в кофточках, и в кардиганчиках. То есть не ограничивайте свою фантазию. К сожалению, я сегодня узорчик вам не предоставляю, схемку, вернее, не предоставляю, потому что она размытая, получается, когда ее увеличиваешь. Но я попробую сбросить ее в Инстаграм, в Телеграм, и там она будет маленького размера, возможно, лучшего качества. Договорились? А так повторяйте за руками. У вас все получится. Так, смотрите, кто еще не вязал с данной ниточки. Вот эта ниточка. Она не сильно пушистая, но такие ворсиночки встречаются. За счет этих ворсиночек бывает цепляется, поэтому новички слишком маленький крючок сразу же не берите, да, берите средненький и заранее просчитывайте, что вы будете вязать. Количество петель и количество столбиков, потому что если вдруг ошибетесь, захотите распустить, то распустить будет возможно, но очень сложно. Понятно? А так ниточка хорошая. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика будет равняться 10 петелькам. Ну, в силу того, что ниточка маленькая, тоненькая, крючок маленький, давайте наберем 4 раппорта и один еще получается столбик дополнительно. Получается 41 воздушная петелька. Договорились? Ну, либо смотрите, сколько вы хотите, набирайте. Итак, все как всегда. Делаю петельку фиксации и получается при наборе петелек я ее не считаю. Далее 41 воздушная петелька. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Далее, смотрите, делаем одну воздушную петельку. Одну. Есть. И теперь отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Ныряем во вторую петельку. Ныряем. И провязываем, вытягиваем ниточку, провязываем столбик без накида. Есть. И далее, получается, шагаем вдоль всей нашей цепочки. В каждую косичку заходим и провязываем столбик без накида. Понятно? То есть, получается, если я набрала 41 воздушную петельку, мне должно получиться 41 столбик без накида. Первый ряд изначально в любом вязании у любых мастериц, да, опытная мастерица, скажите, вяжется все время медленнее. Поэтому, новички, сильно не переживайте. Первый ряд вяжется медленнее, дальше будете чуть быстрее вязать. Все, сами себя проверяйте, считайте, сколько петелек набрали, столько должно быть столбиков. Не сложно? Не сложно. Давайте до конца ряда самостоятельно. Угу. У вас получится вот такой вот жгутик. Угу. И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот наш первый ряд готов. Далее что мы будем делать? Делаем одну воздушную петельку. Есть. Поворот. Сюда же, в этот же столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Раз. В следующий столбик провязываем столбик без накида 2. И в следующий столбик провязываем столбик без накида 3. Есть. Далее смотрите внимательно. 2 столбика пропускаем, а в третий столбик накид
Ныряем в третий столбик, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки вместе, раз, и стоп, дальше не провязываем. Опять накид, сюда же ныряем, опять вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп. И теперь 3 петельки на крючки провязываем вместе. Оп, понятно? Воздушная петелька. Делаем точно так же второй раз. Накид, нырнули, 2 петельки, стоп, накид, нырнули, вытянули, 2 петельки, стоп. Теперь 3 петельки провязываем вместе. Так, второй раз сделали. Точно так же делаем. Третий раз. Раз, два, все вместе петельки. Оп, воздушная петелька и четвертый раз сюда же. Раз, два, и все 3 петельки вместе. Оп, вот. И у нас получились с вами такие вот 4 столбика, да? Получается, это по 2 столбика, которые провязаны с одной верхушкой. Вот у них получается по одной верхушке, и между всеми столбиками находится по одной воздушной петельке. Вот такой вот веерочек. Идем дальше. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. И с третьего столбика начинаем вязать столбик без накида. Раз. В следующий столбик без накида 2. В следующий столбик без накида 3. В следующий столбик без накида 4. И в следующий столбик без накида 5. Понятно, да? То есть вот эти вот столбики мы как раз начали провязывать в самом начале, но мы провязали не 5, а всего лишь только 3. А дальше повторение. Опять накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий ныряем, вытягиваем ниточку, провязываем 2 петельки, стоп, накид, нырнули, вытянули 2 петельки, стоп, и теперь 3 петельки вместе. Оп, воздушная петелька. Точно так же второй раз. Провязали вместе, воздушная петелька. Третий раз. Вместе провязали, воздушная петелька. И четвертый раз. Оп. И получается, пропускаем опять 2 столбика. Раз, два. И в третий столбик провязываем столбик без накида. Дальше опять будет 5 столбиков без накида, веерочек. 5 столбиков без накида, веерочек. Поняли, да? Вот. Вот такая красота до конца ряда. Справитесь? Справитесь. Давайте. А в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот наши веерочки красивые готовы. Дальше что мы делаем? Мы точно так же закончили 3 столбиками без накида. Воздушная петелька, поворот. Сюда же в этот же столбик ныряем, провязываем столбик без накида раз. И в следующий столбик, столбик без накида 2. И на этом стоп. Дальше мы не провязываем. Понятно? Столбики. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И теперь будем работать, смотрите. Вот у нас, получается, были наши столбики. Раз, два, 3, 4, да? А между ними арочки. Раз арочка, 2 арочка, 3 арочка. Так вот, мы ныряем во вторую, да, центральную самую арочку и будем работать с ней. Как? Смотрите. Накид, нырнули, точно так же вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. Накид, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки, стоп. И теперь все 3 петельки вместе. Раз. То есть повторяем точно такой же веерочек. Воздушная петелька, сюда же, точно так же. Раз, два. Провязали, воздушная петелька. Еще раз. Раз, два. Провязали, воздушная петелька. И четвертый раз. Раз, два. Все вместе провязали. Понятно? То есть над нашим веерочком сформировался, получается, еще один веерочек. И далее делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. Помните, здесь у нас было, получается, с вами 5 столбиков без накида, да? Раз, два, 3, 4, 5. Так вот, первый и последний мы пропускаем, мы их не будем провязывать. Первый пропустили, во второй ныряем, провязываем столбик без накида. Раз, столбик без накида 2, столбик без накида 3. Понятно? То есть вот по идее такая вот картина получается. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3. И вот опять наш веерочек. Первая арочка, вторая арочка, третья арочка. Вот мы в самую центральную арочку опять ныряем и провязываем точно такой же веерочек. Угу. Вот, повторяем. Раз, воздушная петелька, сюда же. 2, воздушная петелька, сюда же. 3, воздушная петелька и сюда же 4. Угу. Вот, веерочек. Опять 3 воздушные петельки. Раз, два, 3.
И вспоминаем. Здесь у нас 5 столбиков, да, без накида. Первый и последний не провязываем. То есть центральные 3 провязываем столбиками без накида. Итак, столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3. Понятно? То есть вот таким вот образом вы провязываете до конца ряда. Вот такая вот у вас получается аккуратненькая красота. Давайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите. Вот наша красота выросла, да? Еще не вся красота. Что мы делаем дальше? Получается, мы заканчиваем точно так же 2 столбиками без накида, как и начинали. А далее 4 воздушные петельки. Внимательно. 1, 2, 3, 4. Поворот. И смотрите, делаем 2 накида на крючок. 1, 2. Ныряем сюда же, в этот же столбик. И провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. То есть первые 4 воздушные петельки — это как бы имитация столбика с 2 накидами. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Далее смотрите. Вот наш веерочек. Опять у нас 3 арочки. 1 арочка, 2 арочка, 3 арочка. Вот в центральную арочку ныряем, провязываем столбик без накида. Угу. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И смотрите, опять делаем 2 накида. Вот у нас 3 столбика. 1, 2, 3. И в центральный самый столбик ныряем. И провязываем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. 2 накида. Сюда же ныряем. Провязываем точно так же второй столбик с 2 накидами. И третий столбик с 2 накидами. Вот такая получается красота. То есть первоначально здесь сделано всего лишь, ну, как бы 2 столбика, да, с 2 накидами. Здесь 3. Опять 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И перепрыгиваем к нашему большому красивому веерочку. Опять в центральную арочку. Угу. И провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. И переключаемся. 3 столбика без накида. И в самый центральный столбик провязываем 3 столбика с 2 накидами. И так далее вы шагаете до конца ряда. Смотри, какой у вас образец, да? И провязываете данный ряд. Вот. Понятно? Понятно. Вот так вот несложно, незатейливо получается вот такая вот красота. Все, до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, что-то начинает вырисовываться, да? Далее, что мы делаем? Смотрите. 1 воздушная петелька, поворот. И сюда же ныряем в этот же столбик, провязываем столбик без накида. 1. В следующую верхушку столбика столбик без накида 2. А далее получается, смотрите, у вас здесь 3 воздушные петельки, и вы должны будете провязать 3 столбика без накида. То есть вы можете провязывать вот таким вот образом. 1, 2, в арочку, да, ныряете. 3. Так? А можете по-другому. Сейчас вам покажу в сравнении со следующей арочкой. Вот так вот мы нырнули в арочку. 3. Далее столбик без накида. Провязываем его столбиком без накида. Следующая арочка. Опять у нас 3 воздушные петельки, да? То есть мы можем провязать точно так же. Сейчас покажу вам. 1, 2, 3. Так, вот мы ныряем в арочку. Опять 3 наших столбика. Мы их тоже провязываем столбиками без накида. 1, 2, 3. А дальше смотрите, получается. Что мы можем сделать? Мы можем нырять в арочку, но если у вас позволяет пряжа, да, позволяет крючок, позволяет зрение, вы можете нырять непосредственно в петельку. То есть 3 воздушные петельки, да, то есть вы вот эти 3 петельки задействуете, именно видите, в петельку. 1 петелька, 2 петелька и аккуратненько 3. Медленно получается, медленнее, чем арочку, зато я считаю, что более аккуратно выглядит по итогу. Вот. Но вы для себя выбираете, как вам удобнее. То есть я бывает так вижу, бывает так, на усмотрение. Вот. Точно так же и здесь дальше. Опять в петельку, либо в арочку. Понятно? То есть ваша задача 3 столбика, 3 столбика, 3 столбика, 1. Понятно? 3, 3, 3, 1. И так далее до конца ряда. Понятно? То есть у вас весь ряд состоит из столбиков без накида. Угу. Давайте до конца ряда самостоятельно. Здесь я вас встречаю. Так, вот наша красота. Столбики без накида. Далее что мы делаем? Дальше получается у нас будет повторение вот нашего ряда, который с веерочками идет. Первый ряд с веерочками. Так, но немножечко смещаться будет. Поэтому смотрите, здесь мы делаем 3 петельки подъема. 1, 2,
3, поворот. Делаем одну воздушную петельку, получается, по узорчику. Далее обратно возвращаемся вот сюда же, в этот же столбик, и провязываем 2 петельки, стоп, накид, 2 петельки, стоп. Теперь все петельки вместе, раз, воздушная петелька. И еще раз сюда же 2 петельки, стоп, накид, 2 петельки, стоп. И провязали все вместе. Далее пропускаем 2 столбика, так, и потом с третьего начинаем провязывать 5 столбиков без накида. Раз, 2, 3, 4, 5. А далее пропускаете 2 столбика и с третьего столбика начинаете провязывать веерочек полноценный, состоящий из 4 вот таких вот столбиков. Поняли, да? То есть вот наш самый первый ряд вы провязываете таким вот образом. До конца ряда самостоятельно. Я уверена, что вы справитесь, потому что вы уже этот ряд вязали. Несложно. Веерочек 5 столбиков, веерочек 5 столбиков, веерочек 5 столбиков и опять пол веерочка. И здесь я вас встречу. Так, вот наш первый ряд с нашими веерочками готов. Так. Далее что мы делаем? 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И вот смотрите, мы, получается, заканчивали точно так же, как и начинали, да, у нас получается 2 вот таких вот столбика мы провязали с одной общей верхушкой и просто одну, получается, один столбик, как кромочный. И вот эта вот арочка, которая получилась здесь, мы в нее, получается, ныряем, да, вспоминаете, да, как мы провязывали второй вот этот веерочек, вот в арочку. Точно так же ныряем, но у нас здесь будет пол веерочка, поэтому мы провяжем как бы 2 таких столбика с одной общей верхушкой. Раз, воздушная петелька и сюда же еще раз. Раз, 2 и провязали вместе. Поняли, да? Вот пол веерочка, над ним всего лишь пол веерочка. Далее 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. Вспоминайте, у нас получается между веерочками было 5 столбиков. Первый и последний мы не провязываем. Начинаем провязывать со второго столбика. 2, 3, 4. Вот, всего лишь будет 3 столбика. Столбик без накида. Раз. Столбик без накида 2, столбик без накида 3, 3 воздушные петельки опять. И помним, да, раз арочка, 2 арочка, 3 арочка. Вот в центральную вторую арочку ныряем и начинаем провязывать точно такой же веерочек. Я уже не буду показывать, да, полностью, как провязывать, потому что вы уже провязывали, то есть вы принцип уже знаете. Угу. Все, давайте точно такой же веерочки. Да, получается 3 столбика, веерочки, 3 столбика, веерочки до конца ряда. А в конце ряда я вас встречаю. Так, вот мы провязали уже второй ряд, да, второй ряд, провязали наших веерочков. Теперь будем провязывать точно такие же большие столбики с 2 накидами. Так, смотрите, получается, как мы закончили ряд. Вот такие вот 2 столбика с одной общей верхушкой и просто кромочный столбик закончили. Воздушная петелька. Сюда же, получается, провязываем столбик без накида. Есть. Далее 3 воздушные петельки. Раз, 2, 3. И вспоминайте, да? Получается, вот у нас здесь было 3 столбика без накида. Мы в самый центральный столбик провязываем 3 столбика с 2 накидами. Угу. Раз столбик с 2 накидами. 2 столбик с 2 накидами. И 3 столбик с 2 накидами. Ничего сложного. Опять 3 воздушные петельки. И присоединяемся вот к центральному, получается, нашей арочке. Провязываем столбик без накида. Все. Все. Понятно, да? Все. Вот так вот до конца ряда повторяйте точно такой же ряд, который у вас был со столбиками с 2 накидами. А здесь я вас встречаю. Так, красота еще больше растет. И далее вспоминайте, что мы делаем в следующем ряду. Получается воздушная петелька, поворот. И получается, здесь у нас столбик без накида, мы проваливаемся в него, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Мы провязываем либо в арочку, либо за петельки. 3 столбика без накида. Раз, 2, 3. Далее идут у нас 3 столбика с 2 накидами. За верхушки беремся и провязываем тоже 3 столбика без накида. Все. Поняли? Все. И на этом у нас, получается, заканчивается вот сам вертикальный раппорт узорчика, который, получается, у нас будет состоять раз, 2, 3, 4 ряда, да? Раз, 2, 3 и вот 4 ряда. Получается, как бы 4 одинаковых ряда, да? 4 ряда. И тут тоже 4 ряда, но просто смещены. По итогу получается 8 рядов, а дальше вы начинаете с самого первого. То есть, когда вы провяжете полностью до конца столбиками без накида, вы начинаете точь-в-точь, как самый первый ряд. Потом будете первый, второй, третий, четвертый.
да, 5, 6, 7, 8. Угу. Все. Несложно? Несложно. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Вот такая вот ажурная красота должна получиться. Все, встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот провязала несколько рядочков. Это получается у меня вот вертикальный раппорт, да, то есть 2 вертикальных раппорта. А если смотреть по рядочкам, да, получается вот именно вот такой вот вертикальный раппорт. Раз, два, три, 4. Угу. Красота, гляньте, какой ажурчик. Интересный, несложный, согласитесь, да? Вот такая вот красота. Красота получается у нас двусторонняя. Узорчик получается за счет того, что много воздушных петелек будет, естественно, тянуться. Вот такая вот нежная ажурная красота. Давайте замерим. Итак, я набирала, получается, 41 воздушную петельку. Если это же пряжа, этот же крючок, это же плотность вязания, допустим, да, то это получается 22, ну, с хвостиком, да, 22 сантиметра. И тут получается у нас один раппорт вертикальный, 4 ряда мы говорили, да, то есть получается 4, 8, 12, 16. Так, это у нас получается, ну, практически 14 сантиметров. Здорово? Здорово. Представьте себе, это лето, значит, это топик, да. Если, например, это осень, это шарфик, да. Там может быть какой-то снудик интересный из толстой пряжи. Ну, а также это что, маечки, топики различные, палантинчик возможен. Угу. Вот такая вот нежная красота. И самое главное, что несложно. Берите любую пряжу, из любой пряжи будет смотреться шикарно, я больше чем уверена. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новинки, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты, посмотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек, встретимся в новых видео. Пока-пока.